субтитров. Стоп, здесь не будет субтитров? И 1080p не будет? А нахрена мне тогда вообще? Я Xbox смотрел с субтитрами. Там ж было на русском все. Что это была за презентация? Гейм-шоу скоро стартанет. Даже автоперевод не поставил. И ему всегда хочется думать, что он всегда ангел. Это реальный вопрос. Да. Фу, как на пикселе все разваливается. Стоп, я точно Xbox смотрел в улучшенном качестве? Они что, сэкономили на эту презентацию денег? Может, я не на канале Xbox смотрел? Тогда было 4К, субтитры, все дела. Так, еще раз все игры по второму кругу, походу. А точно не будет ничего нового? Пробивайся через границы. Донат дня. Анонимус 100. Бомжур. Ёпта. Стример Спасибо. уже заготовил венок улыбка. Спасибо большое за деньги. Венок, улыбка. Ты заготовил, чтобы посмотреть все то же самое, что уже было? Сейчас, подождите, я возьму что-то себе. Господа, ну что-то покажет, все, что показывают. В трейлерах мы уже видели. Еще и в качестве получше мы видели, потому что раньше 4К было доступно. Не хочется оказаться дураком, чтобы Кирилл был прав. Надеюсь, покажет Gears of War 6. Стрижка где? Ой, забываю все записаться. Fable, Source of Meat, Sea of Thieves, Fallout 76, Payday 3, Necronom, Cyberpunk, Phantom, Like a Dragon, Overwatch 2, City Skyline. Это повтор, походу? Да не может быть это повтором. Здорово, встречаете меня, зовут Тина, на расширенной версии презентации. Мы покажем и увеличим вам все, что не вошло в основную презентацию. Играйте в Diablo уже сейчас. 27 перспективных. Да, сейчас Silsong покажет нахрен. Today, we'll take a closer look at some other games from our showcase lineup and introduce you to some more games too. Мы теперь сосредоточим внимание на других играх и даже покажем вам несколько новых игр. Например, обсудим Hi-Fi Rush и его дополнение. Who will tell us more about a program to bring games from underrepresented developers with unique visions to Xbox and Game Pass. Мы расскажем как раз, как разрабатывался Hi-Fi Rush, что мы делали, чтобы дать им творческую свободу, и они смогли воплотить свое видение игровой индустрии. И начнем мы с дополнения для Киберпанка. Чел, у тебя рот на одну сторону перекосило. Не-не-не, покажут Silksong и станут, что и напишут, типа, в начале 2026-го.
Субтитры вообще херня полная. Короче, я видел, ребята, что помимо дополнения Phantom Liberty, позже или раньше выйдет нереально большое обновление, улучшающее в целом всю игру Киберпанк. То есть и миссии улучшатся, и выборы улучшатся, и последствия улучшатся. То есть, по идее, после прохождения Phantom Liberty можно будет с нуля проходить Киберпанк, и это будет новая крутая версия Киберпанка. CD Projekt и суки изобрели новый формат RPG игр. Это RPG игра-сервис, которая быстро проходится, а потом раз в год ты можешь пройти заново и посмотреть улучшение игры. Она как будто, блин, в раннем доступе находится. Слушайте, не знаю, где я читал. Сейчас посмотрю. Здесь просто рассказывают, что черный маркет в игре появится и прочая херня. Это вообще не интересно. Сейчас. GOG бесплатно раздает тематичный набор по Киберпанк. Это Киберпанк. 777 подал 100. Еще соточку, не подписался тогда. Спасибо за соточку. Я переподпишу тебя в донатах. Изменим тебе никнейм. В магазине Буки появились карты пополнения баланса Battle.net долларах, чтобы игроки могли купить Диабло в долларах и в евро. Динамичный и разнообразный мир. Вот, слушайте. Нет. Киберпанк мгновенно стал успехом в Стиме. Все раскупают дополнение. Где же эта инфа? Там кучу всего добавят. Там реально новая игра будет. Респаун до Apex Legends в течение 10 месяцев работал над Titanfall 3. We're here with the voice and stylings of Johnny Silverhand, Keanu Reeves himself. Welcome. Thank you. It's a pleasure to be here. Likewise. Well, Phantom Liberty introduces us to an entirely new location in Night City. It's called Dogtown. It's this Новые локации это в этом. Controlled by a militia. But I think you know more about it than Почему I do. Киберпанк So how Phantom would you Liberty describe it to стоит как players? половина игры, оправдание разработчиков? Потому что очень сложный процесс разработки и прочее. Прикиньте, половина игры дополнения. Да. В недоделанной игре. Даже Киану Ривз съел ваши деньги. Геймвой шантажирует русской озвучкой Starfield и Phantom Liberty. Yeah. Shit's gone down in Dogtown. Oh, I like that tagline. Блин, это очень плохо. Если вся презентация будет такая, просто какие-то беседы с разработчиками о микромоментах в игре. В Phantom Liberty добавится еще одна концовка дополнительная. Я не могу найти. Там дофига изменений в игре выйдет. And we just saw a tour of Dogtown too, so we got a little bit of that ambiance, and we can see what the environment is like. People are getting beat up. It's not good. Даже не знаю, где я это видел. It's not the friendliest place to be. You gotta be prepared for it, truly. Я не знаю, где я But это in our видел. tour, we also hear. Ну, короче, там и квесты переработают, и систему взаимоотношений переработают. И оружие нельзя будет у помелы заказывать, надо будет на Black Market заказывать. I think that's good. You know, we know the tone now. Чё-то не понял. Я смогу на своем маке активировать эту карту от Буки? Спроси в службу поддержки у Буки.
Просто мой аккаунт русский пишет, что я могу купить за евро Диаблу. Киану Ривз и есть Джим Керри. Они переработают еду в ресторанах, потому что в ресторане киберпанка все жрали одно и то же. Она обсуждает, что есть и чувствительные черты у Джонни Сильверхенда, что он не такой пораженный циник, как может показаться. У нее маленький Xbox в руках. And especially for the player, you get to see these moments in flashbacks. You start to understand he's a И специально для игроков нам покажут больше моментов в флешбеках и воспоминаний, чтобы они поняли, как окружение повлияло на развитие персонажа. He's really just looking for a fair shot, and I love that he's kind of going through music, that there's an artist side to him, and you know, I got some great speeches. Пожалуйста, я не хочу презентацию, где просто сидит Киану Ривз, рассказывает. Я не знаю, насколько надо быть прожженным фанатом гейминга и прочего, чтобы кайфовать с дневников разработчиков. Егор не такой пораженный циник. Видишь мой? Мой. Виночек. Я добрый и милый. Где русские субтитры? Их нет русских субтитров, я вам самую соль говорю. Просто пока ничего важного не говорится. Сейчас они подражают звукам, на самом деле это не английская речь. Они просто делают вид, что что-то говорят. Блин, секунду. Я точно видел новости, что добавят в Киберпанк. Можно забрать Киберпанк Phantom Liberty Collection, включающий граффити, обои и дополнения. Вообще в Гоге плюшку забрать могут все, даже у кого русский аккаунт. What do you think about Phantom Liberty makes for a good spy thriller in particular? The quest to understand what's going on. So and the kind of Сук, не вижу. scavenger hunt of information. И они про это не говорят. Он говорит, что там мистика, загадка, перевоплетение, охотники за головами, полиция. Ты не можешь ни на кого рассчитывать, все везде меняется. Thank you so much for coming out to another Xbox presentation. You've got a lot of fans out there in the Xbox community, so I think I can speak for all of us in saying we really appreciate you showing up. Спасибо большое, Киану Ривз, что пришел, поболтал. Before I close things out, I'd love your help here, Keanu. How do you think Johnny would end this interview right now? Well, there's a lot of ways you could do that. But Tina, pleasure to meet you. Oh, is that how Johnny would do it? Oh, thank you. Она попросила сейчас его сказать что-нибудь с голосом Джонни Сильверхенда, и он вот сказал. He's respectful, you know. You're a good egg. Oh, thank you. Что он уважительный, потому что она хорошо держится на камеру. Диабло заработал 667 миллионов. 666 миллионов. Вот, что изменится с дополнением. А, это дополнение для Hi-Fi Rush? Ой, не Hi-Fi Rush, я забыл, как эта игра даже называется. Как эта херня называется? Hide on Knife. Coming soon.
Hide on Life, дополнение Hide on Knife. От создателей серии Shadowrun и Battletech. Короче, они добавят новые квесты, уличные истории, которые можно проходить бесконечно. Изменение старых квестов, кастомизация машин и прочее. Нет, я просто отвлекся и туда, и сюда. И не сказал 666. Что это? Это детская игра какая-то? Shadow, типа тень древнего зла. Ой, говнина пошаговая. С чиби персонажами. Хотя, может и нормально, если не будет там экскомовской боевки. Но судя по графике, это вообще на что, на телефон? Ребята, это на телефон. Ну не может это выйти. Да искомовская боевка заколебала. Я недавно миазму за это засрал. Надоели с этими процентами на попадание и прочее. Что это такое? Почему он так плохо выглядит? The Lamplighters League. The Lamplighters League. Издание конца мира. В геймпассе в день 1. Ну поиграй тогда в миазму, раз вспоминаешь с любовью. Поиграй в Gears Tactics. To Star Wars Knights of the Old Republic 2 and Pentiment, Obsidian Games have placed their stamp on the genre. Joining us today for a closer look at Avowed is game director Carrie Patel. Carrie, I'm so excited. Короче, она делала и пантименты по Star Wars'ам, и вообще шарит в жанре. А вывод. Как это вообще переводится? Да, вывод. Так, ты совершенно права, тебе не надо играть старые части, а вывод совершенно новая, отдельная вселенная. Ты можешь в нее ворваться и сразу разобраться. А как-то соединено со вселенной? Да, возможно. Есть, конечно, персонажи, которых вы можете узнать из Deadfire и еще чего-то. Я не знаю, что это за вселенная Авувида. 666, не знаю. Энд помогает разделить слова. Что за Авувид? А, это из Pillars of Eternity? Откуда это вообще? Что за Авувид? Авувид очень далеко, но связан с какой-то вселенной других игр. С каких без понятия. Это отдаленные места, идеальные для приключенцев, идеальные для раскрытия сюжета. С нами говорит какая-то штука, возможно, он наш компаньон. Но я не могу сказать точнее, но может быть так и есть. Это одна из уникальных рас, которая населяет эту планету. Он был наемником, но несмотря на его тяжелую волю, он много грешка на себя взял и пытается вернуться. Переводить синхрон не халтуре, а нахера вам эта информация бесполезна? Здесь еще и субтитры идут хер куда. Мне очень любопытно узнать, кто мы такие. Я просто, когда это говорю, я уже не слышу слова, я своим голосом перебиваю слова. Кто дал нам эти ужасающие способности? У нас есть уникальная возможность соединять нашу душу с этим миром, и это дает нам как раз все силы и способности, которые мы выкачиваем из окружающей среды. Political urgency.
Мы видели очень смущающие наросты на всех существах. Что это такое? Это местная чума, заражавшая все живое. И как раз наша миссия как игрока сюда прийти и очистить от скверны. Сколько диаблов евро? 70? Могу зайти и посмотреть. Вам какое издание? Да на Турцию переводи и там покупай. Как ваша команда смогла впихнуть эту великолепную боевку от первого лица в формат как раз первого лица? Ведь раньше ваши игры были от третьего. У нас есть боец, у нас есть рейнджер, у нас есть маг. Мы стараемся дать разнообразие, дать ощущение битвы. Я хочу, чтобы вы поняли как раз ускорение, силу своих ударов и прочее. У вас Soulborn? Меня не пускает Battle.net, сегодня занятой день. Игра будет похожа на Knights of the Old Republic 2. Вы можете исследовать миры, путешествовать по разным планетам. Кирилл рубашит в Диабло. Короче, стандартное издание стоит 70 евро, Делюкс стоит 90 евро, Ultimate Deluxe стоит 100 евро. 70, 90, 100. А, это Obsidian Entertainment это слепило, но я вообще не знаю, в какой вселенной это происходит. Вау, это что, дополнение для Warframe? Ушастая девочка? Ничего такая. First Descendant? Это новый классный лутер-шутер следующего поколения. Кириллу скажу, что он пропустил анонс крутого лутер-шутера. Ну, поздравляю, ты пропустил анонс крутого лутер-шутера. Как будто не мог в Диаблу играть и со мной общаться в этот момент. Черт. Слушайте, мне нравится. Все засрали очень сильно Godfall, но мне понравился Godfall. А это на что-то такое похоже. Ой, нет, это похоже на Outriders даже. Прикольная игра. Вы должны уничтожать особые части у монстров, чтобы он развалился, и только так сможете победить босса. Мы будем улучшать игру в течение года, в зависимости от бета-теста и отзывы игроков. Мы робот-собак уже сходили без тебя в эти выходные. Выглядит прикольно. Outriders смешанная с Destiny, смешанная с Godfall. Шутер-лутер. Outriders смешанная с Destiny, смешанная с Godfall. The Descendant какой-то. Слушайте, прикольно выглядит. Классная игра. С удовольствием поиграю. А это будет в геймпассе с нулевой? Или нет? Не, ну согласитесь. Кооперативчики пройти кайф. Черт, а когда-то я рекламировал, блин, Outriders. У вас будет еще тут паркур миссии, которые не... О, вот это жопа, ребята. Надеюсь, это был мужчина. Даже на МГС Rising периодически похоже. Егор, полетел бы на Марс, если там на месте полное мат-обеспечение, космешка и возможность стримить с Землей.
Но это ж в один конец полет. Это слишком теоретический вопрос. Там никаких этих условий нет, и я это знаю. Но если бы я попал в город будущего с нормальным интернетом с землей, ты чё, пинг 6 минут, наверное, был бы. Полетел бы с какой-нибудь тянкой и всей семьей. Одному отстойно. 오늘부터 공식 홈페이지를 통해 신청하실 수 있으니 플레이어분들의 많은 참여를 부탁드리겠습니다. Короче, уже сейчас началось открытое бета-тестирование. А, нет. 28 августа. Вау, это что, ферма? Это Train 4. Арни Джонсон. Cofinder. А, это вон та игра непонятная. То ли Зельда, а то ли видение. Огромный мир для исследований. Выглядит миленько, выглядит как Нина Куни какая-нибудь. Добро пожаловать в Таверборн. Towerborn is a fast-paced action RPG. It's a co-op game. You can play it online. You can play it on a couch. Еще Таверборн анонсировали для игры в кооперативе, экшен-РПГ. Чисто не на Куни с какими-то тактическими элементами. Там захват карты. Очень быстрая боевка. А, это, возможно, ту, которую показывали. Ну просто невозможно долететь на солнце. The Belfry is the player's safe haven and humanity's safe haven. The player can customize their appearance, their loadout, talk to all these Вы можете изменять внешний вид своего персонажа, ваши билды, ваши способности. А, мы эту игру видели. Точно, это та игра. Chance at survival. Humanity is clinging to hope and clinging to this tower. Эта башня — это последний шанс людей на выживание и борьбы с силами тьмы. The most important thing about the gameplay is it's just fun. And it kind of just amplified its fun the moment you added another player. All of the players can build their character in a way that's specific to them. It just turns into this back and forth exploration. Like, let's try to do this one combo, and then let's see if you can do a follow-up. From a couch co-op perspective, ты будешь как раз пробовать разные версии, а не просто делать одно и то же комбо. Ну прикольно, но где взять с кем в кооперативе так долго проходить, непонятно. То есть у вас есть друзья, с которыми вы идеально совпадаете по расписанию времени и можете там сесть часов 5 поиграть? Это реально живой мир. When we started Stoic, we decided let's just make games that we feel strongly about and we want to play. Мы решили просто делать игры, в которых мы сильны и в которые мы хотим играть. Благодаря Microsoft мы смогли делать игры своей мечты. Инсайдер-программ уже доступна, ребят. Хотите стать инсайдером Таверборна? Однажды на голубой луне. Это сраный Fallout 76, который мне надоел. Храните в облаке Mail.ru свои самые страшные секреты. Hello, I'm John Rush, art director for Fallout 76. I hope you enjoyed the world Что за звука произошло? Once in a Blue Moon update coming June 20th, free to play for anyone who owns Fallout 76. The Blue Moon has risen over the hills of Appalachia, bringing with it a ton of great new content for players. Куча контента. Ребята, врываемся в Fallout 76 все вместе? Идем, смотрите, как все шикарно выглядит. Прям хочется в это играть. 2 новых паблик-ивента появятся.
defend the middle mountain pit stop from waves У of меня monstrous вопрос. creatures А and вот shapes. в мире постапокалипс нельзя нормальный ровный забор сделать? Cultists and beasts of burden. Нельзя из нормальных инструментов все With сделать? season 13, we've Что also им got a new мешает? scoreboard called Ресурсы у Shoot них for the есть, Stars. технологии у них есть. Почему все через жопу? Celebrates the stars of the silver screen and gives you a chance to earn cinema-themed rewards. Почему у них все из ржавого And we're железа? not done yet. Next year, we're taking players to Atlantic City, where they'll gamble on the fates of new factions Атлантик for the Сити с opportunity кучей to win казино big. и большими Do your зданиями. part in helping the Blue Ridge Caravan Company Блин, earn казино в rewards along постапокалипсисе. the way. Once in a Blue Moon is coming June 20th. Appalachia is coming at you. We'll see you there. Апалача Каминача. 20 июня выходит дополнение. Новый! Hi-Fi Rush. 2 новых игровых режима. Вы хотели турбо-мод с ускоренной музыкой? Вот он. Я вообще-то по ссылке давались мои нюцы, но ты не успел зайти. А это что? Новая прокачка. Прокачайся заново. Жесть, они эту игру еще и поддерживают. То, что можно перепройти там с другими настройками. Пройди челленджи, открой новые награды и совместные крутые приемы. 808 новых видов? Что за звездеж? Скоро вы это заметите. 880... Это как? Это разного цвета или как? Откуда это число получилось? Hi-Fi Rush Hell Challenge Update. 5 июля выйдет. We've just seen a new trailer for updates coming to Hi-Fi Rush called Arcade Challenge Update. Мы только что видели трейлер нового апдейта Hi-Fi Rush. А теперь давайте чел зачем-то будет сидеть и рассказывать нам про то, что вы увидели. They have to be in there. Yeah. It feels It's style. It's style. Yeah. It's a style thing. Well, Hi-Fi Rush is such a stylish game in general. I think that's one of the things that people really excitedly pointed out when we shadow dropped the game in the developer direct earlier this year. But making a brand new IP is always a bit of a risk. Your studio's known for kind of scarier games like The Evil Within and Ghostwire Tokyo. Вашу студию знает по Ghostwire Tokyo и Evil Within достаточно страшным играм, а вы, оказывается, не такой уж и страшный. And after I had finished working on The Evil Within 2, it just felt like the right time to try something new. And our studio has always been about Ой, мы хотели попробовать что-то новое, у нас все получилось. Нафига человек, обсуждающий дополнение? Надо было реально в Диаблу играть на фоне. Потому что показывает что-нибудь новенькое и интересное, а потом идет херня. Sure, there's a lot, so bear with me. Everything in this mode is unlockable once you've finished the game, and you'll unlock an arcade cabinet in your hideout. Все в этом моде доступно, как только вы пройдете игру. Добавляется супервысокая скорость игры, которую мы не могли делать раньше. Новые ритмы, 5 новых песен. Как же все разваливается на пиксели, это жесть какая-то. Нет, стримингу пора поднимать хотя бы до 20 тысяч битрейт, ребята. Вот какая у вас скорость интернета? In the trailer as effectively Hi-Fi Rush's equivalent of a turbo mode. Can you explain that a little bit more? Либо надо искать новые технологии сжатия битрейта. 100 гигабайт в секунду? Жесть, ты бы как фильм смотрел. Без капельки пикселей.
I personally love that there's a lot of accessibility settings in the game too. It makes it so that you can adjust the game to your own comfort level. But this is a post-game Мне challenge. нравится, It's что meant там for очень крутые when you've gotten настройки into the rhythm доступности. of the Ты game. рофлишь, So I'm ничего curious себе, if you Мак, ты have any шутник. pointers on as far as how to tackle that challenge. As an Sim. action game, I think a lot of people want that sort of next level challenge, another way to use their abilities in a new type of environment. This mode does that by putting you at the high speed. But we also have multiple difficulties. We have an easy mode for people who want to experience what that's like, but maybe are not in tune with that sort of high difficulty that's accompanied with this stuff. But then we have a casual normal mode as well. And then we У нас have, есть after казуальный beating those нормальный modes, we can unlock режим. an EX mode, which takes up to a hard level where damage is multiplied and keeps you at that high BPM. Там, где у вас демаш But there already усилен. was a post-game challenge. Но when я все равно Hi-Fi не Rush понимаю, launched. даже The если тебе Rhythm Tower понравилась mode, you игра, mentioned that зачем мне briefly еще раз earlier. проходить? That's the one where you face just Кто-нибудь, может, знает? increasingly difficult combat. So how has that evolved Нафига with играть в the игру, Tower которую ты уже So прошел? the Rhythm Tower mode was kind of like a very curated experience. And while it was Ребята, у very меня на challenging, коленке you can какое-то очень prepare, странное, go in and sort of непонятное customize your пятно. character, know what you're getting into. И And как-то in this кожа mode, не we flip чувствуется it там. to the almost opposite end. Я Chai сидел starts как-то off на ноге или downgraded. что? We actually remove all your abilities, and you have to earn them back by fighting waves of randomized enemy sets. Ой, And прикольный after every wave режим. of enemies, you get to Отбирая choose все from a абилити, и series ты of дерешься, power-ups и that одновременно can открываешь gradually новые increase your stats. способности. Each of these Прям как upgrades рогалик. comes with either bonus or negative modifiers as well to the gameplay, so you can take И ты more получаешь risks or less бонусные или risks, depending on негативные, which это рак? upgrades you pick. And Возможно. again, those upgrades are randomized Моя each скорость level, интернета so есть. Это really как у kind меня of have интернет в understanding of Болгарии the был. systems and not Просто quite есть. master them, but have a good grasp И if уже you want to go in нормально. and come out on top. Well, as I mentioned earlier, it was a really packed trailer. There was a lot of information in there. It's a chunky update. So what else have Она you говорит, got что for us? это 'Cause очень I крутой feel like трейлер, there's more on the table и there. все было по нему So понятно. А by нахер playing вы the его two позвали в modes, you зал? unlock these rewards through these challenges that are connected to these two modes. And in these rewards are things like accessories for Chai and new costumes for Chai. Ваши 808, награды, and even as well as 880 новых fan видов favorite аксессуаров и Corsica. We прочего. have new modes for the photo mode as well. Things like new filters. We have Новые фильтры для new poses for the фотомода. characters. We have stickers you can place on the photos now. Стикеры, And которые вы then можете there на are some фото. Кому это extra надо? hidden secrets that we don't want to give away right now, which, as you know from our game, we like to hide in there and we like people to find, which is always fun. And then, in conjunction with this release, we're also releasing a separate costume pack, which is a kind of take on what the characters would look like if maybe this game took place in a different time period. Ooh, a little tease. I like У вас that. будут There's some really fun, тематические fun-looking костюмы stuff из in других there, so- временных Well, периодов. thank you again so much for coming И out чё, all кто-то the way from сидит, Japan играет to в Hi-Fi showcase Rush Extended, в том John? плане, что I'm там super костюмы glad to be собирает, here. еще что-то That's all we делает? have to share about the new update for Tango Gameworks' Hi-Fi Rush coming soon. Now it's time for us to return to the second era of Tamriel and the Elder Scrolls Online. ZeniMax Online Сейчас мы вам Studios покажем debuted the Elder trailer Scrolls for their upcoming Online. expansion at Showcase, and today they're here to break that trailer down for us. Let's hear what the team has to say about the Necrom expansion for Elder Scrolls Online. Necronom Expansion для Elder Scrolls Online. Hey everyone, thank you so much for watching the Xbox Showcase. I'm Rich Спасибо Stafford, всем, что creative director on смотрите Elder Xbox Scrolls Online. Showcase. I'm CJ Greb. I'm the project art director for Elder Scrolls Online. One of the really interesting things about Elder Scrolls Online is it's different than really any other game out there. It's not your typical level-gated world. Go anywhere, you can explore in any order you want to. You really can hop in at any moment, play with anybody, can play any part of the game. And any story. Там куча новых историй и прочее. Да блин, нахрена мне нужен дневник разработчика? Я понимаю Extended, но они в Extended всунули несколько анонсов. You can go places that you maybe have never gone before in an Elder Scrolls game, And do right? things that you've never been able to do. There's so many different activities to participate in. You know, Housing. we've got lore hunting and antiquity. Новые Right, дома, there's the новые dungeons and the trials. головоломки, And новые you can, of course, лорханты. always revisit lands that you've been to before. We've got Skyrim, Morrowind. Yeah, and they're different. Игра times. теперь They're похожа на different Skyrim и 1,000 years in the Morrowind. past. Come in by yourself, come in with friends. Ребят, But помните don't такую worry игру, that как you're Morrowind? not gonna Алды, have алды something на to do, месте, алды because there are поймут. adventures everywhere you go. Тоже любите Morrowind, чат? We had an awesome Но вы же в trailer теме, during the вы showcase. шарите, МХК поймет. Necrom, Hermaeus Mora. Yeah. What's it all about, Rich? Hermaeus Mora is this А МХК вообще живо? god of knowledge. He's not good, he's Раньше not мне в ленте evil. попадался это говно, а He is МХК just поймет. focused Мои on одногруппники cataloging and репостили. collecting everything he possibly Что-нибудь can to типа study.
Сегодня я встала какая-то разбитая, чувствую себя чисто как Анна Каренина. МХК поймет. Надо стырить этот мем для вас. Скоро чат поймет. Теперь после какой-то шутки буду это говорить. Напомните мне. Культивируем искусственные мемы. We always try to honor the past, right? Because when we go back to areas that people who play Elder Scrolls games have played, they know these lands. We want them to feel like they're coming home, right? Мы хотим, чтобы люди разбирались с этими землями, которые выйдут в дополнение, и заново изучали их. Мы дадим вам новых уникальных монстров, да. Кто-то играл из вас в Elder Scrolls Online? Ни разу в жизни не играл. У этих существ есть отличная связь со всей историей. О, при следующем такой нудноте я разминку сделаю. Мэдисон, но он больше в баре там сидел. Классно. Батхерт — это противник такой? Собственно, как и в Геншине. Сидел в карточке, что ли, играл? Being able to play with that and look at that architecture and this ancient city of the dead. And you guys gave us a new class to do. The Arcanist draws their powers. Или просто сидел бухал. We really challenged ourselves in the team to make something that did. Не, еще один нудный разработчик приглашается в зал, и я просто разминкой буду заниматься. Просто сидел за стойкой. Это был разговорный стрим, но в игре. Как же они переглядываются друг с другом. Какая она милая пара. Смотрите. Смотрите на их поведение, на их взгляды. Они любят друг друга, ребят. Ну, пожалуйста, анонсик какой-нибудь скормите нам. Kinetic Games. Жанр, определивший хоррор-игры. Outlast 6? Фантасмофобия 4? Нет! Наконец-то пришел на консоли. Вот это параша, Девора или как-то так. Или, а нет, это фантасмофобия, наверное. Фантасмофобия на консолях. Используй вариацию разных вещей для поимки призраков. Установи 24 ГОСТа в 10 локациях. Это фантасмофобия так выглядит уже? Сейчас покажу банку, погоди. Season Pass, коллекционки, все дела. Фазмофобия, консоль Early Access. Кайф. В Августине 2023. Спасибо большое, что присоединились к Извоз шоу-кейсу. Хочу поговорить об открытом бета-тесте, который в марте меня не взяли. А, это вот эта срань от Capcom, где какие-то роботы бегают, дерутся. Пошли к черту, Capcom, ненавижу вас. За то, что Street Fighter мне не дали. Пошли нахрен, сейчас демонстративно разминку сделаю на вашем Capcom шоу-кейсе. Вначале пописываю, потом... Вот баночка моя. А? Какая? Баночка. サベージガントレットは内容が毎週切り替わる特別なミッションに5人で挑む世界中のファイターとクリアタイムを競うというモードになっています。ディノサバイバルとは違い、出現する恐竜やフィールドが遊ぶたびには変化せず、全世界のプレイヤーが同じ内容のミッションに挑みます。今回は恐竜が出現する位置にあらかじめトリプルスレッドを設置しています。出現してきたらこのようにスカイウェーブのグラビトンケージと合わせて起爆。一網打尽にできました。
ミッションは画面上部に表示されている恐竜の討伐なのですが、サベージガントレットでは目標以外の恐竜が出現することが少なくありません。もちろん討伐せずに無視することもできますが、ミッション達成の妨げになる可能性があります。倒すか倒さないかはプレイヤーの作戦次第です。目標を達成したら次のミッションへ。ゲームの流れはディノサバイバルと同じなので、すんなり遊べると思います。何やら次のミッションに備えてエグゾスーツを着替えているようですね。なるほど。スナイパーの要素が離れた位置に多く出現するので、Вы заметили, реально, японцы вообще английского не знают. Все говорят с субтитрами. Это вообще что за неуважение? Они программируют на японском, что ли? Я не понимаю. Как они игры создают? 基本的にはミッションの難易度は高く設定されています。モジュールの強化、組み合わせはもちろん、チームメンバーのスーツ構成など、よく考えて読んでみてください。Если язык разработки английский. Или поэтому такие игры и получаются. Блин, дайте разминку сделать. Ребят, видите на мне? Это не трусы. Это не трусы, ребята. Это... バリアントスーツはデフォルトのエグゾスーツとは異なる性質の武器を装備しており、戦い方が変化したスーツです。デフォルトのデッドアイはアサルトライフルを装備していますが、デッドアイアルファバーストファイヤーはショットガンとバースト射撃を切り替えられるバトルライフルを装備しています。敵との距離に応じて射撃を切り替えながら戦います。他のバリアントスーツも特別にちょっとだけお見せしますね。ゼファーアルファエナジーチャクラム、バラージュアルファロケットホップ、ビジラントアルファマークスマン、ロードブロックアルファフォートレスシールド、村雨アルファフロストグレイブ、クリーガーアルファチャージショットガン、リッチドクターアルファデュアリティビーム、スカイウェーブアルファサンダークラップ、ニンバスアルファダブルバレル、バリアントスーツは発売後のタイトルアップデートで遊べるようになります。 Все, разминка. Сжатие лопаток. 6 минут разминки. シーズンごとに新たなゲームコンテンツを追加していきますのでご期待ください。本日はありがとうございました。 Спасибо большое. Увидимся в нашей игре. Это не трусы, это французские шорты. На них так и написано, винтажные. Что-то у меня кривые лопатки, походу, судя по тому, как я их сжимаю. And how they're building Exoprimal in partnership with the community. Gaming has the power to immerse us in worlds and perspectives we'd never otherwise experience. We can fight dinosaurs, transform to a dystopian future, explore the universe, and conjure magic. And we get to do this together, no matter where we are on the planet, the language we speak, what we look like, or our physical abilities. That is why it is both an absolute imperative and an incredible opportunity that games represent all of us. That is why we created the ID and Xbox Developer Acceleration Program to help underrepresented creators and stories in the industry shine. We call it DAP. DAP already includes more than 100 emerging developers, and they've launched 30 дабовская incredible студия games like включает в A себя Space for the кучу Unbound, разработчиков. Validate, and HOA. And there are many, many more in the works. Let's Куча take a look at these инди-разрабов. amazing games coming up next from Делают ID and великолепные игры, Xbox's которые скоро Developer выйдут. Acceleration Program. Чел, я не картавень. Вау, вот это инди-игры. Помогает, объединяет, Вау, хочу этот файтинг, ребята. Вот это имба. Stray Gods, The Roleplay Music Hub. Вау.
Ну чё, увидим это все на стриме. Даже браузерка лучше, чем SF, Мак. Будем в нее играть вместо SF. Нахрен нам этот SF, у нас есть браузерка. Кирилл пропустил столько крутых анонсов. Жесть, он расстроится. Ничего себе. Это Парис Лили, Вишес 696. Парис Лили, что из них имя, что из них фамилия? He's around here somewhere. Let's go find him. Jorg! Hey, Paris. It's great to see you. Yeah, great to see you. Thanks for coming to Budapest. Of course. What am I doing here? I'll tell you on the way. We have a boat to catch. А, это пилоты, это новая вот эта игра. Come on, Paris. Очень странно, они так быстро Microsoft симулятор новый выпускают. Лайн. А они не хотят выпустить Microsoft Boat симулятор, где мы будем разными лодками управлять. What is this place? What kind of aircraft are you storing in here? Ha, dude, it's much cooler than that. All right, Paris, are you ready for this? You know I'm ready for this. All right, let's go. Ничего себе. Реально такие корабли у них есть или это звездеж? У них реально есть из Дюны корабли в гараже? This is incredible. Come on, I want you to meet someone. Hey, how's it going? How are you, man? It's good to see you. Good to see you. Paris, I would like to introduce Patrice Vermette, Academy Award-winning Я мыл production подмышку. designer of Dune. Даже It is постриг. very nice to meet you. I'm a huge fan of Dune. Now, Patrice, can you tell me what is this place? Well, this is the warehouse where we actually keep most of the props and the set deck elements that we used on Dune Part 1. and Короче, Part 2. здесь они хранят Now, Jorg, how did all эти this get декорации started? для Дюны. So it goes back to November 2021. Dune И had сейчас just они hit the будут movie летать на theaters них. worldwide, and we got a call from Legendary, and they had the idea that we bring an Прикиньте, ornithopter они сейчас into будут летать Microsoft на Flight настоящих Simulator. дюновских And аэркрафт. me being a lifelong science fiction reader and fan, a big, huge fan of the Frank Herbert books, how could I say no? Okay, now it makes sense after seeing the trailer at the Xbox showcase. I understand why you brought me here. You guys want to take a look because we actually do have. Вы, ребята, a couple of хотите немножко ornithopters here if you полетать wanna на see. стрекозе? Take a look. That would be awesome. Yeah, let's Это do it. будет Let's do здорово. it. All right. А чё Дюна так хайпит? Скоро вторая часть выходит или чё? Look at this. Что-то очень много It's a всего по Дюне. one-on-one real-sized Когда там ornithopter. второй That's фильм? amazing. Sure, thank you. Denis likes things to be plausible, so that's why they were built to look Кирилл нам уже military, сказал главный rugged, спойлер Дюне. and stealth. What are you Here's the doing most important standing question. here? Were they built to Just fly? a little stretch. Funny you mentioned because I've been asked that question on a couple of occasions. No, they don't fly. They are heavy. They're To 11 stay tons. healthy. So, Jorg, you had to get this working in the game. How did you do this in Flight Sim? Yeah, it was actually interesting. So in general, ornithopters can fly and do fly. This particular one, given that it weighs 11 tons, Короче, that's одна gonna be из a них little bit может harder, летать. specifically because it's not really doing the ornithopter bird Она flap. сама не It does летит, но кран ее oscillation of the подвесит. blades. And we currently don't have the material science to get the thrust and the lift. But on Arrakis, I think this is absolutely possible. У нас нет таких материалов в какой-то игре, чтобы что-то Patrice, летало. we're here. Can we go in? Молодец, все, Absolutely. разминка готова. Right, let's do it. Normally we'd go in through the climbing up the landing gear, but this one. Слишком долго. Я понимаю, что это Extended, но они в это Extended сунули несколько Yeah, so what's cool новых about this, анонсов. Paris, is that all those buttons are actually realistically hooked up to the system. Master engine switch, what you're doing there above those, the red, are basically all the lights. And as you notice, it's all analog because in the world of Dune, there's no thinking machines. Короче, здесь все аналоговое, They go никаких for технологий. 10,000 years. Yeah, that was actually fascinating. Прямо We как в мире implemented it Дуни. because it's a science fiction. We thought, oh, it's glass cockpits. Дюни and Кулаковой. everything's going to be computerized. Like none of it is. This is a very practical helicopter
almost like from the 1960s. Короче, очень похож So, Jorg, in на the first movie, геликоптер. the Thopter was able to do a Настоящий. lot of cool moves and maneuvers. You're going to be able to reproduce Когда мы that in будем flight летать sim? на Oh, yeah, таких? totally. I mean, the really cool design that you guys came up with is each blade is independently controlled. So each blade has its own lift and thrust. And that means it can go from a really stable hover to a steep dive and back to a Ты glide очень быстро можешь instantly. переключиться I would со just say thank you стабильного that you классного designed such an полета awesome and на realistic вот это machine, вот 'cause that's what we падение do. We вниз. bring realistic machines to life. But if you want to see a little bit more about the game design, Спойлер I have никогда, something но for ты you. не Absolutely, доживешь, I'd я love to доживу, see. Костян. Тебе бы вообще осень увидеть. All right, so Нет, Марина setup for под this, спайсом это в expansion другой is игре. that you are a Atreides pilot on Arrakis flying an ornithopter. Here is what we built. We basically built this section of Arrakis. Here's the capital city of Arkeen. Here's the botanical garden. We have that as well. And the first thing we do is we train you up. The fast takeoff, fast landing, and then the deep dive. And then we take you to some of the extreme locations, like the bow of the cliff, the hole in the rock, the red chasm. And you really have to show your pilot skills. And then, towards the end, then there's a secret mission, which I can't talk about today, but that basically wraps up the experience. It's gonna be great. Super exciting. Hey, it was great to Невероятно see you интересно. again. Невероятно Paris. интересно, смотри, как двух мужиков на экскурсию отвезли. All right, Jorg. Where to next? Well, I don't know what they eat on Arrakis, but this is Budapest, and I hear they have excellent goulash. I know a place. Well, let's go. Вау! Вау! Вот это в то, во что мы ворвемся. Вау! Какая стильная игра. Какая стильная Бравл Старс. Для кого делает вот такую графику и такой стиль? Для 6-летних? Почему нельзя хоть чуть-чуть индивидуальности иметь? Задумка-то прикольная. То ты шарик, то ты стреляешь. Но визуально отвратительно. Какой-то Lies of P. Какая параша, ведь проходить придется ради контента на стриме. Когда оно вообще выходит? Finally, we meet. You are awakened by a mysterious voice. Can you hear me? You must adapt yourself and your weapons. Ты должен адаптироваться сам и развиваться. Да, говноеду на Кирилле понравилось. Or weave lies to overcome them on the journey to find yourself. You are able to create your own weapon through the combination of these blades and handles. Of the hundreds of possible combinations with different respective appearances, performances, attack motions, and patterns. Each and every blade and handle has its distinctive Fable Arts. Fable Arts is a special combat skill that can be casted by consuming Fable slots. Fable slots can be charged again through combat. Select your own special skills to vanquish your enemies. You'll have to face all sorts Ребят, of ну, monsters. блин, даже смотрится как нудное, медленное дерьмо. Bone-chilling bosses await you. Почему вот это стало основой игровой? Вот сравните, как выглядят файтинги, как стритфайтеры выглядят, как выглядят слэшеры, шутеры, приключенческие игры, и как выглядят вот эти медленные удары, медленные отходы. Ну хотя бы можно призывать союзников, чтобы с ними драться. The P organ is a system that allows you to upgrade your character. Use quartz to optimize P to your liking.
Within the P organ, you can select which slots to unlock depending on your preference. There will be times when you will be confronted with choices where you can give comfort to others in sorrow or despair by lying, or you can choose to tell the truth. Carve your own path. Meet Lies of P on Xbox One, Xbox Series, and Game Pass. Coming to you this September 19th. Ты в Болгарии сидеть играть в эту сраную Lies of P? Может, я поеду с каким-нибудь хукфазером, и он будет это на стриме делать вместо меня. To sink you into Senua's world and story. To do this, it's critical that we make it as easy as possible for you to suspend your disbelief. One key method of achieving this is our use of performance capture. Ой, здравствуйте, Ninja Theory в очередной раз рассказывает какие-то супер истории о том, как тяжело разрабатывалось это говно. Вот ставлю жопу костяна то, что вот это Hellblade выйдет такой же херней, как первая часть. Такой же херней. Они ее позиционируют как какой-то свой блокбастер, как какого-то аватара, игрой на широкую аудиторию, но в итоге в нее одни папичи смогут играть. Потому что псих будет понимать, что в игре его внутренний мир передан. Да чем жирничать? Первая часть — психоделическое говно, позиционирующаяся как блокбастер теперь. Microsoft свою вообще всю политику, все строит на вот этом супер крутом Hellblade. Уже Starfield успел выйти. У нее такое лицо, как будто она чихнет. While this scene is relatively simple, the scale and complexity of our performance capture has multiplied to meet our creative ambitions on Hellblade 2. We shot the first Hellblade in the boardroom of our old studio. It was very MacGyvered together. In the new studio, we have a custom-built mocap space, which has pretty much everything we could have dreamed of. We've got projectors, so we can recreate sets on the ground if we need to. We've got loads of props that we have available to us at any time, so we can build sets. I remember coming into interview and seeing the setup down there and immediately being impressed by the clear commitment that had been made to underpinning great true-to-life performance with great quality. Она что, в Скриликсе в группе была раньше? A lot more cameras this time around. They're kind of top of the line at the moment. And in the kind of space that we have downstairs, we have nearly wall-to-wall coverage, which is really impressive. And it's not something that is common. Да блин, вот бы я реально уже отстримил казино, уже все это закончилось. Уже был бы таким состоявшимся крутым стримером. As much of our actors' performances as possible into the game, even down to the most nuanced of movements. So when you've got an optical system like ours set up and calibrated well, you can track performers' movements down to the millimeter. So we can see somebody shuffling their finger along the table or just wiggling them very gently. You can see hesitation and breath. You know, there's no need to push the action and overact. You can just be your character. Какое же унылие! Смотреть на это хлебало. Лучше бы сделали игру про человека с ограниченными возможностями на коляске. И вот, чтобы он там гонял, чтобы он там по перилам ездил, бла-бла. И чтобы она была как Metroidvania, то есть он такой хочет пятерочку съездить, а перед ним лестница. И вот надо потом прокачаться, сделать, подождать, и эта лестница с пандусом появится, и он сможет туда заехать.
we По-моему, for the first охеренно. time had the space to be able to construct a proper rig for this. So we had a platform which could be moved in any number of ways to create that kind of pitch and yaw and roll that you would get on the ocean. And we got our actors up. Она всегда так сидит, как будто очень чихнуть хочет. Scene with high waves and a storm, and we got incredible data from really, really amazing. The most important part of my role is to make sure that story gets told, and having these wonderful actors we're working with. Oh, I'm so cute, I can handle it, haha. Such an amazing experience. For the full version of this development revisit Ninja Theory. Кто-то из вас будет смотреть полный дневник? Давайте посмотрим целиком дневник разработчиков Sengo Saga Hellblade. Давайте? На несколько часов. Чтобы понять, насколько они классно прониклись работой. После расширенного Starfield ивента нам сейчас еще раз Starfield покажут. Блин, прикольные залы. Была такая игра «Последний день лета», как так, там ГГ на инвалидной коляске рассекал. Была игра Moving Out, и там можно выбрать персонажа на коляске, и достаточно прикольно. Хочу купить себе желтый и зеленый геймпады в Болгарии. Они там по 35 я смотрел. То есть как поехать? А где Xbox Series контроллер 2, 3? Фига, какой у нее тон кожи прикольный. А здесь пересвечивает ее. Офигеть, посмотрите, насколько разные цвета. Или здесь наоборот неправильный цвет. Да, снимали какую-то мобилу ублюдскую. Посмотрите на освещение, на все. I'm Sebastian, and I'm the community manager for Lightyear Frontier. Today, I'll be playing with Kelly, Anita, and Carolina. Сегодня я с Келли и Анитой буду играть нашу новую игру. Здравствуйте, привет. Ты играл в Only Up? Она бесплатная или платная? Да ее какие-то французские стримеры только стримили. Слушайте, выглядит как говно. Выглядит как роботы в подгузниках. Он сказал, что ей всегда нравится побольше. Кейк и Флешка — французские стримеры. Кейк пососыч, он меня забанил в своем чате. Может, не он, а модератор. Во время того, как была бета Diablo 4, я спросил в чате, как он запустил бету на русском аккаунте. И мне сразу дали перматч.
Oh, there's so many good choices. Сразу. Там не было ни команды, рассказывающей, как он бету запустил, ни уведомлений, что про это нельзя спрашивать, ничего. There are loads of aluminium here. They're actually pretty strong, so we can do it faster if we both drill. Let's work together and see what else. Ребята, игра выглядит невероятно весело. Прям хочется с косточки окунуться в этот мир робофермы. My inventory is getting full from this harvest. I think we should build some like silos or crates to store it all. Yeah, we should probably build a fence around those two as well so we can protect the harvest. Great idea. Let's get on it. Here we go. I'll help with the silos next. Yo, anyone need materials? Yo. We got a ton of stuff. Yes, please. Oh my gosh. Fantastic. Do you want us to start helping you build? Yes, please, please. All on it. What do you think of the layout? Выглядит просто захватывающе. Yeah, it looks great to me. I'm almost done with the fences here. Мне очень нравится, как они координируются между собой. Срочно забор построй, я нашла новые ресурсы. Может, он тебя узнал, потому что флешка тебя знает. И что, за это мне бан дали? Чего я им такое всем сделал, что они меня знают и ненавидят? Расскажи мне. А ну-ка напиши ник Кейка в чате. Восклицать знак В и ник Кейка. Lightyear Frontiers. Десять новых инди-игр. Приходит геймпасс. Another Crab. О, в это поиграем. Прикольно выглядит. Little Kitty Big City. В этот параш поиграем, Мак очень просил. Stage of Toons. Работающие на меня робофермы. Sea of Stars. О, Sea of Stars тоже ничего такая. Харальд Халибург. Ну, тоже ничего так есть на русском. Galactic Air. Ну, это я играл. В очень похожий. Там надо было мусор убирать или что-то такое. Neon White в геймпассе. Кейк, вспомни Шорсбрила. Нет, ты напиши В Кейк. Если знак В Кейк. Да в Шорсбрила причина не объясняется. Почему они меня ненавидят? Восклицательный знак В и после этого ник Кейка. Это покажет, когда он заходил в чат, если он когда-то заходил в чат со своего аккаунта. This year we got to announce 33 immortals from Thunder Lotus, and I'm here now with Stefan and Will. О, это рассказ про 33 бессмертных. Never played before, first time. We have 33 people online, incredibly excited about this. So we're gonna jump in. Что, никогда не играли, не по... Да какой же ты дурак! 33 Immortals is a co-op action roguelike. Сейчас сам покажу. Это кооперативная экшен-мультиплеер игра. Мак, напиши восклицать знак В, пробел Кейк. Повесили 8 числа, что включит воду 14 и отключили 9. Нормально. Все, Кейк никогда не был в этом чате. Со своего аккаунта, как минимум. Кстати, странно. Неужели крупные стримеры не прокликивают стримы? Или они используют для этого фейковый аккаунт? Типа я достаточно давно стримлю, чтобы крупные стримы так или иначе чекали стрим. And so we say, oh, let's do 33 players, 33 immortals. Man, I love what you said, Will, that when you guys started this game, there weren't even 33 people at the studio, so you didn't have enough people in the studio to fill out the full roster of the game. Yeah. It's just such an awesome Филя показал одну новую игру. Одну. I love it.
Просто одну. Прикольный шутер типа Outriders. Я не понял, у них уже сейчас типа 33 человека, и они вместе играют. In Inferno, but we are scattered around the world. Oh, we're not all in the same place. Yeah, because we all have to complete torture chambers. Got it. To make the game progress. Okay. And we are located at the southwest of Inferno. Yeah. And so the closest torture chambers is to the east. Okay. So let's go there. Got it. Okay, let's continue down south towards the first torture chambers. This one I have a good feeling for it. 33 человека, всем стримом соберемся, ребята. Всем стримом. Как в Амогус собирались. 30 человек. Будем проходить одновременно в TeamSpeak. Нет, вообще идея прикольная. 33 человека одновременно во что-то играет, как рейд. Но как это будет реализовано и работать, я вообще не знаю. Now, as you can see, this is not Spirit Fair. No, but like, how do you think about that from a studio standpoint? Having such, I mean, I would say they're stylized games, but у них там Heisenberg работает, да. We're not worried about, you know, genre. Our goal is really to just try and make unique, immersive, creative experiences that players. Чего иммерсивность в этой игре будет? Awesome, I love that. Yeah. This guy who's. Фил Спенсер, вот примерно с таким хлебалом 200 часов Vampire Survivors отыграл. Слушайте, я вот даже не понимаю, он ровно сидит, у него спина ровная или нет? То есть почему у него голова падает назад? Из-за того, что несколько подбородков не дают держать ее, или из-за чего? Вот у нас задротов компьютерных всегда вот так вот шея, а у него как-то на жирке назад падает. У него голова наклонена туда. Блин, представьте, как народ будет вайпаться в этой игре. Вон все уже мертвые летают. О, можно восстанавливать, возрождать. Прикольно, прикольная тема, прикольная. Если они еще попытаются игру хорошо продать и наймут 33 крупных стримера, чтобы они вместе сыграли, это будет клево. Как он странно сидит, ребят. Вот Фил Спенсер сидит как альфач, а вот этот чел как не пойми кто. Как черт какой-то. Фил подох. Don't move, and hopefully someone. Не двигайся, а попробуй себя возродить. Okay, good. Oh, I'm in. I'm in. Okay. Okay, I'm back. Yeah, thank you. Я вернулся, спасибо. So this is the last step. I think it's my last. All right. Не, ну прикольно, прикольно. Даже если там пятером в пати быть, а другие люди рандомные, уже интересно. So now we've ascended. That was first chapter of first book. Is that how I should think about it? Это первый чаптер первой книги был. So it's Inferno. Yeah. And yeah, each region has its whole big set of challenges and everything. And this is all on the map. And its final boss fight. That's what this is. Это финальный босс-файт. Basically come through unscathed so far. This should be easy. Зачем они проспойлили финальный босс-файт? Или это финальный босс-файт этого первой главы? It's a bit of a tease. I like it. I like it. Well, best of luck to you and the team and everything. Мне он нравится. Желаю вам всем удачи. I won't ask for the date because I know that's unfair. But it was great to have in the show and great for you to come down and we got the opportunity to play. So thank you for that. Thank you so much. Thank you so much for having us.
Все? Ничего нового, кроме одного сраного кооперативного. Да пошли вы нахрен. Час 19 пустой болтовни. Кирилл, сука, был прав. Они сказали, мы покажем новые анонсы и новые игры. Показали одни инди-игры и показали новые Outriders. Я думал, дерза будет. Зато можно быстрее... Нет, это должно было час, я уже час потратил.